Всем добрый день, я Наташа Комиссарова и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас очередной обзор пряжи, и сегодня мы будем говорить о Drops Cotton Merino. Что это за пряжа? Давайте посмотрим. Эта пряжа на 50% состоит из шерсти и на 50% из хлопка. Шерсть это мериносовая и пряжа это супервош. 4 мм у нас рекомендация производителя и 50 граммах 110 метров. Что у нас рекомендует производитель по консервации изделия? Сушить в разложенном состоянии. Посмотрите, как гладить. И самое главное для меня, по крайней мере, это стирка. Машинная стирка, потому что это супервош. Машинная стирка при 40 градусах в деликатном режиме. Это то, что нам говорит производитель. Ну, как мы это делаем, как я это делаю, по крайней мере, я вам расскажу чуть-чуть попозже. Давайте посмотрим поближе на пряжу, как она выглядит и как она представлена в разных цветах. Несмотря на то, что производитель говорит, что вся палитра цветовая это Unicolor, но, как вы видите, у нас здесь присутствует представитель микса. Это такая серая пряжа. И я так просто подозреваю, что эта ниточка, посмотрите, как скручена. Вот она. Просто часть мериноса, вот эта вот серая, по-моему, часть, это мериноса, она, смотрю, более пушистая. А белая это хлопок. И поэтому он так, не знаю, то ли он плохо уже закрашен, то ли что, но такой вот эффект дает. Довольно неплохо это смотрится. По-моему, в серых цветах у них везде так, и в некоторых других. Но есть цвета, которые полностью тоже, кстати, Unicolor, но вот полностью они равномерно окрашены, без каких-то вкраплений и проблем с второй нитью. Это у нас цвет, как вы уже видели, 18-й. Здесь у меня цвет очень приятный, 26-й. Такой беленький, но не совсем беленький, он больше кремовый, первый цвет. И синий, тоже очень красивый, цвет номер 8. Всего цветов в этой линейке 25. Цвета очень красивые, адекватные, приятные, не броские, так что большой плюс цветовой палитре и большой плюс этим цветам. Вязать приятно, поэтому приятно глазу, приятно потом на это смотреть. Узелки точно так же, как и во всей пряже, хлопковой пряжи Drops, ввиду того, что у нас здесь наполовину состоит пряжа из хлопка, конечно же, встречаются. Может, не так часто, как, например, в Drops Париж, но узелки все равно, к сожалению, встречаются. Нить, равномерность нити у нас хорошая. Нету каких-то выпуклостей, нету какой-то неравномерной скрутки. Вот так вот она выглядит, посмотрите. Сейчас я посмотрю. Не наводится камера. Ну, может, вот так вот лучше будет тогда. Вот. Очень с равномерностью тут проблем нету. Мне, по крайней мере, не встречались какие-то. Я довольно много вывезла изделий из этой пряжи, поэтому могу с уверенностью сказать, что тут проблем точно не будет. И насчет цветов разных партий. Я вынуждена поставить здесь плюс, потому что я насчет этого не могу высказаться. Я не дозаказывала пряжу для какого-то изделия из другой партии. У меня полностью все изделия связаны из одной партии. Поэтому я не буду наговаривать на эту пряжу, что цвета могут отличаться, но все мы знаем, что у Drops цвета часто отличаются и отличаются довольно сильно иногда. Так что думаю, что лучше, если есть возможность заказать, конечно же, все цвета, весь объем пряжи, который вам понадобится. Если будете дозаказывать, то надо иметь в виду, что может, конечно, отличаться. Если мне попадется какая-то информация на эту тему, если я что-то буду еще вязать, я потом допишу в инфобоксе, что же получилось и что я узнала на этот счет. Но на данный момент я просто ставлю плюс, просто потому что я не знаю. И теперь давайте перейдем к изделиям. Как у нас все это ложится в лицевой глади, в узорах и так далее. И эта пряжа у меня представлена довольно большим количеством изделий. И вначале давайте пройдемся по изделиям, где представлена лицевая гладь. Вот здесь у меня есть манишка, я вам дальше не покажу, я уже начала ее распускать.
Вот так вот у нас выглядит лицевая гладь. Очень приятно. Вот так у нас выглядит изнаночная гладь. Тоже очень ровненько. Здесь у меня узелок. Смена была нити. Так что очень даже хорошо она ложится в пряже. Я не вязала эту пряжу на спицах 4 миллиметра. Я вязала на спицах 3 или 3,5. Вот это было, по-моему, связано на троечке. Я, наверное, вяжу как-то по-другому. И для меня, ну, у Дропса часто, по-моему, они завышают номер спиц для своих изделий. Поэтому я обычно все-таки вяжу на меньшем номере спиц. Здесь у нас лицевая гладь. Здесь у нас шапочка. Тут у меня тоже лицевая гладь. С бавками можете посмотреть. Тоже очень приятно, очень ровненько. Все ложится. И здесь у меня еще на манишке тоже вот есть представлено. Тоже очень даже приятненько. Так что лицевой глади большой плюс. Даже если у вас что-то будет неровно в начале, то это потом все, в основном все это выравнивается. Лицевая гладь, как вы видите, не косит. Если у нас тут все правильно положить, все будет ровненько. Что у нас с резинкой? Резинку, я чуть-чуть попозже еще об этом скажу, трудно очень сказать, держит резинку или нет, потому что вот у меня есть манишка. Резинку, ну, вначале, да, она держит, то есть неделю, наверное, можно в ней походить, если мы это носим каждый день, но потом она просто растянется, она такой и останется, то есть она не будет эластичной. С другой стороны, у меня есть варежки, здесь у меня резинка 1 на 1, и их можно поносить несколько, ну, как ребенок поносил несколько дней, потом они просто, эта резинка растягивается, она вообще не держит, и, опять же, чисто декоративную функцию выполняет. И еще у меня есть резинка на шапке. Прекрасно держит, прекрасно возвращается в форму. И вообще никаких претензий нету. Я бы очень хотела, чтобы эта резинка растянулась и была тоже по большей части декоративной, потому что мне эта шапка впритык. Мне бы это очень пригодилось, это, но, к сожалению, нет. Она упорно становится на свое место и не хочет растягиваться, как, например, вот в этих варежках. Так что не знаю, в чем дело, не знаю, почему так. Может, у меня есть предположение, что, во-первых, вид резинки. Здесь у меня резинка 1 на 1, и она у меня очень большая. Поэтому она как-то все-таки может вернуться в свое исходное положение. И здесь большую роль играет меринос, который возвращается обычно в свое положение. В данном случае она маленькая, и она растягивается. Плюс у меня здесь итальянский набор не очень удачный, и он тоже как бы не способствует тому, чтобы резинка возвращалась на свое место. Поэтому здесь это не очень хорошо выглядит. Ну, здесь резинка как бы тоже большая, но она здесь это 2 на 2. Поэтому она не будет такая, как бы сказать, крепкая, как резинка 1 на 1. Тут тоже надо на это обратить внимание. Но опять же, вначале можно носить, потом она просто растягивается, и она уже не функционирует так, как должна. Поэтому за резинку... Но за резинку я все-таки поставлю минус, потому что в большинстве случаев она растягивается. Если вы вяжете, например, плечевое изделие, и у вас резинка по манжетам и по низу идет, и по горловине, например, то она, я практически уверена, в этом случае она растянется. То есть она держаться не очень хорошо будет. Так, и что у нас про выравнивание петель? После стирки петли выравниваются, и у нас ровненькое идет полотно. Полотно, лицевая гладь очень характеристичная для глади для мериноса. У меня такие петельки своеобразные. Вот, так что сразу видно, что это меринос. Но все выравнивается, все красиво. ВТО. Переходим к ВТО. И у меня здесь есть такое, как бы все мои изделия делятся на две части. Это изделие, которое я стирала в машинке при 60 градусах, абсолютно нормальный режим, в обыкновенном порошке. И изделие, которое я стирала руками, ввиду того, что вторая часть изделия содержит шерсть, которую просто шерсть частично альпаки, которую нельзя стирать в машинке. Поэтому у меня здесь двоякие чувства насчет стирки. Машинная стирка, как нам заявляет производитель, возможна, и должно быть все нормально.
Это изделие я стирала вручную, это изделие я тоже стирала вручную, это изделие я тоже стирала вручную. Все прекрасно выглядит. В данном случае, когда я первый раз связала вот это, у меня, то есть если вы стираете все вручную, и, например, эту шапочку тоже, если вы стираете это вручную, то, скорее всего, параметры у вас изменятся. И, скорее всего, параметры изменятся в большую сторону, то есть изделие растягивается. Оно может растягиваться в длину, оно может растягиваться в ширину. Это очень зависит от вашей вязки. Ну и, опять же, тут у нас меринос, от этого это тоже влияет на то, что изделие растягивается. Это у меня растянулось чуть-чуть. Эта манишка у меня растянулась до такой степени, что мы ее носить просто не можем, она слишком широкая. Про эти варежки я сказала, несмотря на резинку, все равно это все растягивается. Здесь, к сожалению, нет, но я эту шапку перевязывала, и первый раз, когда я ее связала лицевой гладью, здесь была тоже резинка, у меня резинка растянулась, и эта часть тоже растянулась, поэтому я это перевязала резинку уже после ВТО, можно сказать, поэтому она у меня уже на второй раз, она как бы была провязана, чуть-чуть другого качества уже была пряжа, и поэтому, может, она не так растягивается. С другой стороны, если мы будем стирать в машинке при 60 градусах, как я говорила, как я, например, стирала вот это изделие, пряжа садится. То есть здесь уже выходит на первое место хлопковая составляющая этой пряжи. Эта пряжа садится, она становится жестче, потому что здесь она у нас мягенькая, она струится, она очень так приятно выглядит, и на ощупь тоже приятная. Здесь полотно становится жестче. Если мы говорим про лицевую гладь, лицевая гладь чуть-чуть жестче становится, опять же, больше похожа на хлопок, но я бы не сказала, что сильно параметры тоже меняются здесь. Садится, конечно, но не так сильно. Вот мы посмотрим, если она чуть-чуть даже тоже распушилась. И тоже очень хорошо выглядит, тоже приятно, но, конечно, опять же, чуть-чуть жестче. То есть, если вы связали изделие, оно у вас растянулось, и вы хотите его как-то уменьшить без желания перевязывать, что вполне логично, то есть просто-напросто можете постирать это при 60 градусах с другими изделиями и в мешочке, конечно же, чтобы не разошлись какие-то моменты, там ниточки, и оно чуть-чуть подсядет. Еще у меня здесь есть варежки. Вот эти варежки я вязала, я делила нить напополам, они довольно тоненькие такие, они не с полностью нити, вязала на двоечке. Эти варежки стирались просто жуткое количество раз, и стирку очень хорошо выдерживает эта пряжа, поэтому здесь очень большой плюс. Здесь резиночка тоже хорошо выглядит, в данном случае она, можно сказать, чуть-чуть даже держится, ну, по крайней мере, она не растягивается так, как там, но она здесь двойная, то есть я вязала двойную резинку. Со стиркой большая, очень хорошо все выглядит. Если мы говорим про цвета не изменяются, цвета остаются такими, какие они есть. Здесь у меня такое ощущение, что чуть-чуть посветлел этот цвет после машинной стирки в 60 градусах при нормальном режиме. И вот, например, эти варежки, но здесь трудно сказать, может даже и нет, может это просто так кажется. Эти варежки еще большее количество раз были стираны, но я бы не сказала, что здесь как-то сильно цвет изменился, поэтому нет. Машинную стирку хорошо выдерживает, но только, конечно, варежки грязные, они уже не выстирываются вообще после песка. С этим труднее в этой пряже. И давайте перейдем к практичности. Что у нас с практичностью? Что у нас можно вязать, что у нас нельзя вязать? Катышки. Первым пунктом у нас идет катышек. Я бы сказала, что в основном нету катышек. Может, кто-то, конечно, со мной не согласится, если изделие будет носиться очень-очень интенсивно. Возможно, на рукавах будут какие-то катышки, но я не вижу никаких последствий носки. И вот, например, здесь я ни разу не чистила эту шапочку, а шапочку мы это носим уже год, то есть 2, может даже 3 сезона. И, ну, нету катышек, абсолютно ничего здесь нету. Так что здесь большой плюс этой пряжи. Мягкость или жесткость, опять же, зависит от того, как вы стираете эту пряжу. Если вы любите жесткость хлопка, можете постирать это в 60 градусах. Если вам нужно струящееся мягкое полотно,
в основном для плечевых изделий, конечно, это очень хорошо, хорошо это выглядит, то тогда надо будет стирать вручную или вот в деликатном режиме в 40 градусах, как рекомендует производитель. Со временем цвет не меняется, как я уже сказала при предыдущем цвете при ВТО. После ВТО ничего у нас не меняется. Когда я стирала первый раз эту шапочку, и вот это вот, чуть-чуть краска пошла. Чуть-чуть было в синий цвет закрашена вода, но это было совсем чуть-чуть. То есть это не было до такой степени, чтобы закрасить какое-то другое изделие. То есть здесь может это была вообще частично какая-то грязь, которая была в пряже, которая всегда присутствует, там же на складах где-то хранится, но не до такой степени, чтобы она что-то закрасила, поэтому тут тоже плюс. И универсальность. В этой пряже большой плюс могу дать, потому что ее можно использовать для всего. Ее можно использовать как для изделий плечевых, так и для изделий, для аксессуаров, для всего абсолютно, что вам придет в голову. Для больших плечевых изделий тоже можно использовать, в смысле для изделий для взрослых, для изделий для детей. Но если вы вяжете большое изделие, то я бы вам очень советовала все-таки связать большой образец, чтобы посмотреть и постирать его так, как вы хотите впоследствии стирать это изделие, чтобы посмотреть, как эта пряжа будет вести именно в вашей версии стирки. Это может быть даже машинки, даже машинная стирка отличается в зависимости от того, в какой машине вы стираете. Поэтому это тоже надо принимать во внимание. Поэтому стирайте как хотите, как собираетесь стирать дальше изделия. И тогда уже высчитываете параметры изделия и то, как вам это надо все вязать. Потому что пряжа очень меняет свои свойства в зависимости от того, как вы стираете. Так что такие у нас результаты. Такой у нас результат по параметрам. У нас в общем выходит 3 пункта на 4 из 4. Довольно неплохой результат, поэтому да, пряжа очень даже хорошая. Я бы ее советовала. Единственное, что она не очень теплая. Помните, что это хлопок, который не очень теплый. Плюс это меринос, который тоже не очень теплый. То есть это демисезонное изделие будет. Конечно же, не на зиму. Поэтому вот на весну, на каких-то там, не знаю, 5-10 градусов будет хорошо. Спасибо большое за внимание. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. И надеюсь, что все, что я сказала, тоже вам пригодится, поможет как-то разобраться в пряже, в будущем изделии. Спасибо еще раз и до новых встреч!